Это первое открытие гробницы египетских царственных особ за более чем 100 лет, с момента знаменитого обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922 году. Чем примечательна эта гробница? И почему царские гробницы фараонов продолжают вызывать всемирное волнение? Погребенная в идеальной тишине со времен Тутанхамона, эта недавно обнаруженная камера содержит не просто мумию. В ней скрыта история огромной силы, древних ритуалов и цивилизации на пике своей таинственности. То, что археологи нашли внутри, не только беспрецедентно, но и оказалось чем-то, к чему никто не был готов. В редко исследованных западных холмах долины царей, долгое время считавшихся полностью изученными, десятилетиями археологи полагали, что эта священная долина уже раскрыла все свои тайны. Но последние достижения в спутниковой съемке и георадарах выявили едва заметные аномалии под скальным грунтом, нерегулярные узоры, указывающие на человеческое вмешательство. Когда совместная египетско-британская команда начала раскопки, они быстро поняли, что наткнулись на нечто необыкновенное. Под тоннами известняка и песка они обнаружили запечатанную каменную дверь. На перемычке над ней едва виднелся символ крылатого солнечного диска, древний знак божественной царственности. Печать на входе была нетронутой, не разломанной с того дня, как ее установили. Когда вход был вскрыт, оттуда хлынул поток сухого воздуха, не тревожимого более 30 веков. Увиденное внутри ошеломило даже самых опытных археологов. В отличие от гробницы Тутанхамона, роскошной, но поспешно построенной, эта камера была симметричной, элегантной и полностью нетронутой. Ни один артефакт не был разграблен. Все лежало точно так, как было размещено тысячелетия назад. Стены покрывали яркие фрески, цвета которых все еще сияли, словно их нанесли вчера, изображая мифические путешествия в загробный мир. Но эти фрески отличались от всех ранее виденных. В их центре стояла величественная женщина в короне, одетая в мантию и окруженная лучами золотого света. Может ли это быть та самая утраченная царица, о которой ученые гадали поколениями? Личность владелицы гробницы все еще устанавливается, но ранние переводы картушей, вырезанных на саркофаге, намекают на имя, давно стертое из истории. Возможно, Нефане Нефаруатан, загадочная женщина-фараон, предположительно правившая после Эхнатона в один из самых бурных периодов Египта. Другие предполагают, что это могла быть могущественная дочь Аменхотепа III или, возможно, верховная жрица, возвышенная до божественного статуса. Кем бы она ни была, она вызывала необыкновенное почтение. Ее погребальная камера была полна символических предметов, ритуальных сосудов, церемониального оружия, папирусных свитков и редких драгоценных камней. 4 безупречных алебастровых канопы стояли рядом с ее гробом. Она была погребена не просто с сокровищами. Ее окружал тщательно подобранный духовный архив, где каждый артефакт являлся частью сложной теологической головоломки. Но самым шокирующим открытием были не сокровища, а сохранность тела. Мумия лежала в золотом саркофаге, идеально запечатанном. КТ-сканирование показало, что женщина умерла в возрасте около 30 лет. На ее теле не было следов травм или болезней. Оно было сохранено с таким мастерством, что даже нежные ткани век и кончиков пальцев остались нетронутыми. Ее руки были скрещены в царственной позе, что являлось явным признаком царского статуса. Смола, использованная при бальзамировании, оставалась блестящей в герметичной среде, словно ее нанесли всего несколько дней назад. А ее лицо, утонченное, безмятежное, украшенное золотой погребальной маской с глазами из обсидиана и кварца, вечно смотрело ввысь. Казалось, она просто уснула. Еще более поразительным оказался тайник с папирусами, найденный у ее ног в золотой шкатулке. Эти свитки, написанные текучим и эротическим письмом, содержат, судя по всему, гимны, заклинания и личные размышления. Ранние интерпретации указывают, что это могут быть единственные сохранившиеся записи, написанные рукой царственной женщины Древнего Египта. Эти стихи говорят о космическом равновесии, личных стремлениях и божественном преображении, отголоски могущественного разума, протянувшегося через время. Чем глубже исследовали археологи, тем больше находили. Боковая камера вела в помещение, не похожее ни на одно другое. Круглое святилище с 12 миниатюрными саркофагами, расположенными с продуманной симметрией.
Каждый маленький гроб содержал редкие и символические предметы. Высушенные цветы лотоса, крошечных птиц, завернутых ящериц и даже идеально сохранившегося юного крокодила. Это не были подношения в традиционном смысле. Они, похоже, представляли метафизические элементы, возможно, стражей, фрагменты души или нечто еще более эзотерическое. Это был замысловатый, никогда ранее не виданный ритуальный дизайн. Эксперты теперь считают, что эта женщина была не просто царственной особой. Возможно, ее считали воплощением божественной энергии, мостом между смертным и священным. Археологические команды действуют осторожно. Каждый предмет сканируется, фотографируется и документируется перед перемещением. Создается полная трехмерная модель гробницы, а датчики отслеживают влажность, температуру и химическую активность. Цель – не только сохранение, но и понимание. Реконструкция не только того, что находится внутри, но и того, что это значило для тех, кто это создал. В академических кругах уже шепчутся, называя этот объект соперником гробницы Тутанхамона. Не из-за ее известности, а из-за ее глубины. Если гробница Тута ослепила мир золотом, это может предложить нечто еще более редкое – мудрость, взгляд на разум, верование и личность женщины, которая преодолела границы своего времени и шагнула в миф. В отличие от царя Тута, чья память почти угасла, эта царица или жрица была погребена с необыкновенной заботой. Не для того, чтобы ее помнили массы, а возможно, чтобы она сохранилась в загробной жизни как скрытая сила. И вот спустя более чем 100 лет после того, как долина царей в последний раз раскрыла свои тайны, пески Египта заговорили вновь. Новый царский голос поднялся из пыли времени, не для повторения истории, а для ее переосмысления. Это не просто еще одна гробница. Это послание, осознанное, священное и вечное. Послание от одной правительницы через тысячелетия к миру, который она оставила позади. И как только мы подумали, что пески Египта раскрыли свою последнюю тайну с этой потрясающей царской гробницей, еще одно открытие потрясло мир археологии. Глубоко под руинами древней Топосерис Магна исследователи обнаружили скрытый туннель, который, возможно, ведет прямо к давно утраченной гробнице самой Клеопатры.